Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня что я буду вязать? Вот такая вот у меня сегодня моделька. Вишни или черешни, не знаю, как их назвать. Я уже вишни вязала, но сегодня вот немножечко изменила модель по-другому. И узор несложный, вяжутся быстро, несложно. Все связано с спицами на размер 38-39 они у меня будут. Значит, для вязания буду вязать спицами номер 2,5. Пряжа у меня белый, черный, зеленый, красный. Так, это вот что? 250 метров в 100 граммах. Это у меня вот турецкий акрил, написано для тапочек, тапочная, следочная. Но почему-то нарисована шапка, поэтому вот иногда может тоже такое быть. Написано носочная, следочная, но нарисовали шапку. Вы можете вязать любой пряжей. Я называю свой метраж. Сколько в 100 граммах? Значит, любой подходящей плотной пряжей. Вот. Так, теперь дальше. Сняла с манекена. Вот сейчас вам замерю их сразу. Потом в процессе вязания отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Значит, примерила. На ноге сидят отлично, ничего не сползает. Так, я сказала 38-39. Они хорошо растягиваются, поэтому здесь на 2 размера, вот до пятки, смотрите, 22 сантиметра. Опускаем пару сантиметров на растяжку еще. Так что здесь платочная вязка у меня везде, и по верху, и по низу. Мыс, мыс 11 сантиметров у меня. Это в готовом виде, вот вам замеряю. Так, ну что, сначала я провяжу верхнюю часть, мысок, потом провяжу боковые части, сделаю обвязку вот. Здесь сегодня у меня черная нитка, будет плохо видно, поэтому я постараюсь основные моменты только называть. Потом перейдем на подошву, провяжем подошву всю. Закончила задником, сделали обвязку, все. Вот такая вот модель. Перехожу к вязанию. Переходим к вязанию. Значит, сразу черные и красные нитки отмотать на маленькие клубочки. Потому что вот с двух сторон будет разные клубки подсоединять. Тут же протяжку мы не будем делать. Середину вот эту вот вишню можно провязать пряжей потолще. Будет более тогда выпуклая вот эта вот, как сказать, картинка. Вот я взяла немножечко потолще пряжу, но можно было еще толще взять. Значит, сейчас черной пряжей я на спице номер 2,5 набираю 13 петель и первый ряд провяжу все лицевыми. Обычным способом набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. На 38, на 39 и на 37 будем вязать одинаково вверх. Будем убавлять, если размер маленький, 36, 37, когда будем делать обвязку и по подошве. Сейчас я вам расскажу. Так, первую провязываю и остальные все провязываю лицевыми. Так, я понимаю, что черный цвет плохо видно, поэтому вот буду просто говорить. Ну, в черном цвете хорошо смотрится, поэтому уже решила, говорю, ладно, отсниму видео, не пропадать добру. Так, провязали первый ряд. Со следующего ряда по лицевой стороне я буду расширять мысок. В начале и в конце ряда буду делать прибавки. Теперь далее перехожу к схеме. Сейчас будет рассказ у меня по схеме. Так, вот она у меня схема разрисованная. Схема будет на канале сообщества, в записях в сообществе, в шапке профиля. Там есть фотографии и схемы. Или же вот можно остановить видео, поставить на паузу, сделать скриншот. Я просто смотрю, как вам ее так поддержать, чтобы было удобно, видно. То есть, значит, смотрите, я набрала 13 петель. Теперь далее. Здесь у меня на схеме только лицевые ряды. По изнанке мы вяжем без изменений, по узору. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Теперь далее. В каждом лицевом ряду, в начале и в конце, кромочная, лицевая, и делаю одну прибавку. Прибавки, прибавки, прибавляю. Вот это вот у меня 3 раза. Я делаю прибавку через ряд, чтобы немножко закруглить вот этот вот мыс. Да? Расширю до 33 петель.
Высоту провязала 27 рядов. Мыс у меня. Значит, смотрите, какой это у меня размер. Ой, дай бог памяти. Этот на 40 у меня получились. Вот они длиннее. И здесь я сделала в ширину 35 петель. Опять же, какая у вас пряжа, плотность вязания, поэтому сейчас мыс провяжу, замерю в сантиметрах для лучшей ориентации. Так, провязала, смотрите, провяжем сейчас высоту по схеме, все лицевыми петлями вяжу. Далее на 13 петлях я вяжу боковую сторону. Здесь я сделаю по одной прибавке, расширю потом боковушку до 15. Практически здесь незаметно, но я немножечко подняла ближе к заднику. Если размер 36-37 маленький, то, думаю, этого можно не делать. Можно продолжать вязать до конца 13. Значит, боковая сторона. Я провязала 21 изнаночную вот эту вот дорожку. Если считать лицевой и изнаночный туда и обратный ряды, то получилось 42 ряда. Значит, 21 полный ряд, я так вот считаю, по изнаночным дорожкам. Провязала, закрыла, потом перешла на вторую сторону, также провяжу, закрою, сделаем потом обвязку и перейдем к подошве. Очень просто все вязать, и вот связались довольно-таки быстро, потому что узорчик небольшой, но смотрится симпатично, и вот хорошие получились, поэтому советую вам всем связать. Так, теперь что мы делаем дальше? Сейчас чередуем. У меня вот черный, красный. Каждые 2 ряда меняют цвет. 2 ряда черным, 2 ряда красным, 2 ряда черным, 2 ряда красным. Так, ну вот, вроде бы основное сказала. Далее, все в процессе вязания. Я сейчас буду вязать, наверное, частично победительно по рядам. Провяжем. Кто умеет вязать по схеме, можете брать схему, вязать по схеме. Кому тяжело, оставайтесь вместе со мной. Так, вяжем мысок. Вот что я еще вам забыла сказать. Я когда цвет меняю, я сразу по изнаночной стороне последнюю петлю провязываю новым цветом. Следующий ряд у меня будет идти красным, поэтому я вот так вот делаю. Так, подтянули все. Первый ряд. Теперь у нас идет... Первый ряд мы провязали черным 13 петель. Следующие начинаются у нас прибавки. Первую снимаю. Следующую провязала лицевой. Одну прибавила. До конца ряда провязываем все лицевыми красным. И в конце ряда сделаю также одну прибавку. Осталось 2 петли на спице. Опять делаю одну прибавку. Лицевая и кромочную провязываю изнаночной. Все. Получилось у нас 15 петель. Теперь развернулись на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем, все петли до конца провязываем лицевыми. Изнаночная сторона у нас будет вязаться без изменений, без прибавок, без ничего. Каждый цвет над своим цветом провязываем все по узору на протяжении всего вязания. Довязываем до конца лицевыми. Пришла в конец ряда, меняю цвет в конце ряда, потому что следующий ряд у нас будет черным цветом. Мы чередуем цвета. Каждые 2 ряда разным цветом. Теперь далее проделываем все то же самое. Первую снимаем, вторую провязали, далее одну набросили, провязываем до конца ряда, не довязывая 2 петель, делаем одну прибавку и возвращаемся по изнаночной стороне. Так я провяжу 5 вот этих вот изнаночных дорожек. Получается 13, 15, 17, 19, 21 петля у меня будет. К вам вернусь, далее перейдем, уже будем вязать серединку узора белым цветом. Сейчас вяжем, расширяем, провяжем 5 рядов, встретимся, набросили, 2 петли осталось, провязываем 1 лицевая, 1 кромочная, изнаночная. По изнаночной стороне провязали все лицевыми, перешли на красный цвет и следующий ряд провязываем красным.
Так, провязала я 1, 2, 3, 4, 5. 5 вот таких изнаночных дорожек. Сейчас у меня на спице 21 петля. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Сразу приготовили красный и черный. Отдельные клубочки отмотали. Белый цвет, середина у нас будет белым цветом. Продолжаем вязать. Теперь опять вяжем красным цветом. Первые 6 петель вместе с прибавкой провязываем красным цветом. Первую сняла, вторую провязала, одну прибавила. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель красным. 6. Далее белый цвет подвязали. Средние 11 петель провязываем белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Осталось 5 петель. Сделаем одну прибавку. И будет у нас 6. На протяжении всего вязания у нас будет по 6 петель. Вот смотрите, вот нитка вроде бы шла-шла. И здесь вот такое хоп и уплотнение. Поэтому его надо обрезать. Подвязываем красный цвет, провязываем 6 петель. 1, 2, 3. Четвертая у нас прибавка. Пятая провязали лицевой. И шестая у нас кромочная, провязала изнаночной. В конце каждого ряда, когда сейчас прибавятся еще нитки, клубочки распутываем, разматываем. Или же можно отрезать длинную нитку, потом ее просто вытягивать. Но на узор в середине я нитку буду отрезать. Перешли на изнаночную сторону. Значит, провязываем ряд до конца. Все лицевыми, без изменений здесь мы вяжем. Так, нити перебросили, подтянули. Вяжем плотно, петли не вытягиваем. Так, довязываем до конца. Так, довязали изнаночную сторону. Теперь следующий ряд. Все то же самое вяжем и делаем прибавки. Провяжем в середине, у нас будет 4 белых зубчика, а потом уже перейдем к узору, будем вишни вязать. Опять черный цвет. Первую петлю снимаю, вторую провязала 6 петель черным. 1, 2, третья у нас прибавка. 4, 5, 6. Теперь средние провязываем белым цветом и 6 петель провяжем в конце. Было 11, теперь у нас получается в середине 13 петель, добавилось по одной петле, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь белых. Далее ряд должен у нас идти черным цветом. Подвязываем черный цвет, куда я его забросила. Подвязали черный цвет и ряд до конца довязываем черным цветом 6 петель. 1, 2, 3, четвертая у нас идет прибавка. Предпоследнюю также провязали лицевую и кромочную провязываю изнаночной. Так, провязали. Перешли на изнаночную сторону, вяжем все лицевыми петлями по узору. Смотрите, сейчас еще точно так же провяжем 2 ряда. Вот у нас впереди, вот схема, будет 4 белых изнаночных дорожки. Значит, провяжем сейчас их самостоятельно, делаем здесь по прибавке. Единственное, где вот 4-й белый ряд, да, 4-я изнаночная дорожка, мы провязываем без прибавки в этом ряду. Далее у нас прибавки будут идти через ряд. Значит, сейчас я довяжу вот этих вот 4 изнаночных белых ряда, к вам вернусь и будем вишню вязать. Провязываем.
Провязала я 1, 2, 3, 4 середина, 4 белых изнаночных дорожки. Значит, сейчас у меня 27 петель. Это четвертый ряд, как я уже говорила, я вязала без прибавки. Следующий ряд мы вяжем с прибавкой. Начало красным цветом. 6 петель провязываем с прибавкой красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязали. Далее 10 петель белым цветом провязываем. Ниточки вот так вот перебрасываю. Подтянули здесь. Провязываем 10 белым. Далее 4 петли. Вишня начинается красным цветом. Я взяла темно-красный цвет. Здесь у меня светло-красный цвет, чтобы сильно не сливался с черным. А на вишню я взяла пряжу поплотнее и потемнее. Так, провязываем 4 красным. Здесь ниточку можно перебросить белую. 3 петли белым. И 6 петель красным вместе с прибавкой 6 петель. Перебросила нити, провязываем 1, 2, 3, 4 у нас прибавка, 5 и 6 кромочная. Провязали. Перешли на изнаночную сторону. Все вяжем по узору без изменений. Сейчас вот немножечко провяжу. Изнанку я не снимаю, потому что здесь без изменений. Каждый цвет над своим цветом. Очень долго видео получается, почти 2 часа, если снимать еще каждый изнаночный ряд. Так, провязали красным цветом, далее нити перебросили, подтянули. Вот так вот их. Далее, что у нас идет? 3 белых. Провязали 3 белых. Опять нити перебросила, подтянула. Провязываем 4 красным у нас по узору идет, провязали. Сильно здесь не затягивайте, чтобы эта вишня не была стянутая. Так, далее провязываем белым. Завязываем белым до конца и далее оставшиеся 6 петель красным цветом довязываем. Все, переходим на новый ряд. Сейчас лицевыми петлями довязываем всю изнанку. Перешли на лицевую сторону. Второй ряд считаю узора по центру, посерединке. Черный цвет у нас. Провязываем 6 петель. Прибавки в этом ряду нет. 6 петель черным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее 9 петель белым. Нити перебросили. Провязываем 9 белым. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Далее переходим на красный цвет. 6 петель красным цветом. Цвет вишни. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли белым. Значит, вот по вот этой стороне сейчас вишня у нас будет расширяться. Чтобы не делать протяжку, уплотнение, я подвяжу небольшую белую нить. Вот одна белая нитка у меня будет с этой стороны, вторая с этой. 2 петли белым провязали и 6 петель черным цветом в конце. Сейчас черный цвет поднимем.
белую с красным перебросить. Сейчас можно уже пойти вот эти вот хвосты попрятать, чтобы они не мешали. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 кромочная. Все, провязала второй ряд. Переходим на изнаночную сторону. Первую кромочную снимаем, оставшиеся все петли провязываем лицевыми до конца. Изнаночная сторона у нас без изменений. Вяжем все лицевым. Перешли на лицевую сторону. Третий ряд у нас узора. Вишню вяжем. Значит, в этом ряду у нас в начале идет прибавка. Провязываем 6 петель красным цветом вместе с прибавкой. Первую сняли, вторая, третью прибавили, четвертая, пятая, шестая провязали. Далее белый цвет, 4 петли белым, нити перебросили, 1, 2, 3, 4, 3 петли красным, вишня, цвет вишни. Я нить вот сюда протяну. Так, одна красным. Протяжка немножко длинная, поэтому я сейчас сразу вот ее подхвачу, подвяжу. Смотрите, вот так вот. Спицу провела под низом. Вторая красная и третья вот сверху, получается. 3 красных провязали и протяжку подхватили. Далее 3 белым. 1, 2, 3 белым провязали. 6 петель красным. И 3 петли белым. С ней перебросили опять. 1, 2, 3 белым провязали. И боковая сторона 6 петель вместе с прибавкой провязываем красным цветом. 1, 2, 3. Четвертую мы прибавляем. 5, 6 провязали. Все, кромочная у меня изнаночная. Это у нас какой? 1, 2, третий ряд. Ой, закончим его по изнаночной стороне. Провязываем все по узору здесь. Первую снимаем, вяжем лицевыми петлями, идем в конец ряда. Перешли на лицевую сторону, четвертый ряд узора. В этом ряду прибавки мы не делаем. Первые 6 петель провязываем черным цветом. Первую снимаю, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Далее 3 петли провязываем белым. Далее темно-красный цвет у меня. 4 петли темно-красным. Ой, 5 петель, да? 5 по одной добавляем 5 петель. Вяжем 1, 2, 3. Здесь белую ниточку можно перебросить вот так вот. 4, 5 провязали. 2 белым. Здесь опять у нас идет 6 красным. Один, два, три, 4, 5, 6. 3 белым. И в конце ряда 6 петель черным цветом без прибавки. 1, 2, 3, 4, 5 и шестая кромочная провязываю изнаночной. Так, это у нас четвертый ряд. Провязали, подтянули это все, разворачиваемся на изнаночную сторону, провязываем все лицевыми. Довязываю четвертый ряд по изнаночной стороне. Вот смотрите, чтобы не было вопроса, вот здесь у меня было 5 петель. Я вот эту протяжку оставляю. И по лицевой стороне, точно так, как я подхватывала красный цвет, я буду провязывать и ее подхватывать.
Поэтому если по изнанке получаются длинные протяжки, оставляю, а подвязываю их по лицевой стороне, когда вяжу лицевые петли и подхватываю протяжку. Перешли на лицевую сторону. Далее у нас идет 5-й ряд узора по лицевой стороне. Здесь у меня будет последняя прибавка. Да? Угу. Красный цвет, 6 петель с прибавкой. Первую сняла, вторую провязала, третья, четвертая, пятая, шестая. Далее 4 петли белым. 1, 2, 3, 4. Красный цвет поднимаем. Провязываем 5 петель красным. 1, 2. Подняла вот эту вот протяжку, эту подняла и под ней протянула ниточку, подвязала ее. 3. Белый перебросила. 4, 5 провязали. 2 белым. 3 красным. 1 белым. 2 красным. 4 белым. 1, 2, 3, 4. И последние 6 петель вместе с прибавкой провязываю красным цветом. Подняла красный цвет, провязываем. 1, 2, 3, 4 прибавка, 5 и кромочная 6. Считаю вместе с кромочными. Так, все, это у нас 5-й ряд. Закончили по изнанке. Возвращаемся в начало ряда. Так, перешли на лицевую сторону. Все, прибавок у меня больше не будет. 33 петли у меня на спицах. Далее буду продолжать. Если размер 40, можно еще добавить по одной петле, расширить. Значит, давайте, хотите, я вам сейчас сразу вот результат. После расширения у меня 11 сантиметров ширина. Это в нерастянутом виде. В начале сколько было у меня? 4 почти, да? Вот так вот по ширине померила. Довяжу до конца, замерю вам потом длину. Далее вяжем шестой ряд узора. Теперь у нас первые 6 петель черным цветом провязываем. Прибавок больше нет. Первую сняли. 2, 3, 4, 5, 6 провязали. 4 петли белым. 2 красным. 1 белым. 1 красным. 4 белым. 4 петли красным. 2 белый цвет. 1, 2, 3, 4, 5, да? 1, 2, 3, 4, 5 петель белым провязали, 5 провязали. Далее последние 6 петель провязываем черным цветом, перебрасываем нити. Довязываем ряд до конца, 6 лицевых черных. 1, 2. Ну, мы все лицевыми вяжем, но еще раз повторю. Провязала вместе с кромочной 6 петель. Это у нас 6-й ряд был. Разворачиваемся, вяжем по изнанке. Так,
Так, перешли на лицевую сторону. Здесь нам понадобится зеленый цвет. Я вот отрезала нитку такую, метра на 2, наверное. Листики здесь у нас будут начинаться. Так, это у нас 7-й ряд узора. Красный цвет. Первые 6 петель провязываем красным. Пять петель белым. Три петли красным. Вишня у меня, отдельная нитка. Вот 3 петли провязали. 3 красным. 1 зеленым. Подвязала зеленый цвет. Провязала. Далее опять белый цвет. 1, 2, 3, 4 петли белым. 1 красным. Вишневый цвет протянула. Все, далее вяжем опять белым цветом. Довязываем среднюю часть белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель белым провязали. И оставшиеся 6 петель провязываем красным цветом. Чередуем мы по бокам цвета. 2 ряда красным, 2 ряда черным. Довязываем до конца. Это у нас 7-й ряд получился был. По изнаночной стороне возвращаемся по узору в начало ряда. Перешли на лицевую сторону. Следующий у нас 8-й ряд узора. Черный цвет. Первые 6 петель провязываем черным. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 8 петель белым. Здесь у нас красный цвет на вишнях уже закончился, его можно обрезать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. 1 зеленым. 3 белым. 1 зеленым. И оставшиеся петли довязываем белым цветом. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. И 6 петель черным в конце. Это у нас 8-й ряд. Довязываем до конца. И по изнаночной стороне возвращаемся по узору. Все провязываем лицевыми петлями без изменений. Так, провязали, развернулись, вяжем изнанку. Перешли на лицевую сторону. Следующий у нас 9-й ряд узора. Первые 6 петель мы провязываем красным цветом. 6 петель красным. Далее 9 петель белым. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали белым. 1 зеленым. 2 белым. 1 зеленым. И оставшиеся петли до конца довязываем белым цветом. И в конце 6 петель мы провязываем красным.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 белым провязали, довязали 6 петель красным и по изнанке вернулись в начало ряда. Это у нас 9 ряд узора. Перешли на лицевую сторону, 10 ряд узора. Первые 6 петель провязываем черным цветом вместе с кромочной, считаю. Далее 4 петли белым, 1 зеленым, 4 белым, 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. Далее оставшиеся петли довязываем белым цветом и в конце 6 петель довязываем черным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 белых у нас. И последние 6 петель черным цветом довязали. Это у нас 10 ряд. Заканчиваем и по изнаночной стороне провязываем все по узору. Перешли на лицевую сторону, 11 ряд узора, красный цвет. Первые 6 петель провязываем красным. 4 петли белым. 2 зеленым, 4 белым. 2 зеленым провязали, 4 белым. 1, 2, 3, 4. 1 зеленым. 4 белым. 3 петли зеленым цветом. 3 белым. Все, середину провязали. Осталось 6 петель. Меняем здесь на красный цвет. Подняли нить. Довязываем ряд до конца красным цветом 6 петель. Это у нас 11 ряд. Довязали его до конца. По изнаночной стороне вернулись по узору в начало ряда. Перешли на лицевую сторону. 12 ряд узора у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и сейчас 12. Опять мы что? Первые 6 петель провязываем черным цветом. Первую сняли и вяжем. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Так, что у нас там дальше? 4 петли белым. 4 зеленым.
2 белым, 1 зеленым, 1 белым, далее 6 петель зеленым, и 3 белым. Все, и оставшиеся петли, 6 петель у нас остается, провязываем их черным цветом. 12 ряд заканчиваем по изнаночной стороне, провязывая все лицевыми петлями по узору. Так, довязали ряд до конца, изнанку вернулись по узору без изменений. Все, здесь листики, здесь уже легко. Перешли на лицевую сторону, 13 ряд узора. Первые 6 петель провязываем красным цветом. Провязали. Далее 5 петель белым. Четыре петли зеленым. 1, 2, 3, 4. 1 белым. Опять зеленый цвет. Вяжем зеленым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель зеленым. И осталось у нас 4 петли в середине. Провязываем белым цветом 4 петли. 1, 2, 3, 4 провязали. И последние 6 петель, боковая часть, довязываем красным цветом. Чередуем здесь. Все, 13 ряд довязали по лицевой стороне до конца. И по изнаночной вяжем по узору без изменений лицевыми петлями. Перешли на лицевую сторону, последний ряд узора, заканчиваем вишни. 14 ряд, это у нас получается первые 6 петель. Мы провязываем черным цветом, провязали боковую сторону черным. Далее белый цвет, 6 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, далее зеленый цвет. 1, 2, 3, 4. 4 петли зеленым цветом провязываем. Зеленым провязали 4 петли. 2 белым. И 3 зеленым. Так, 4, 5, 6. 6 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И осталось у нас боковых 6 петель. Довязываем их черным цветом. Все, узор закончили. Так, что у нас здесь получилось? Вот так вот. Так, подтянули. Так, изнаночная сторона. Сейчас хвостики попрячу. В конце вам покажу, кто не в курсе. Хвостики обрезаю и вот под ниточками протягиваю крючком. Можно закрепить, подвязать, под ниточками прячу. Значит, далее что мы делаем по изнаночной стороне? Сейчас вернемся по узору. Теперь, смотрите, все, я с вами провязала весь узор полностью. Теперь вернемся сейчас в начало. Боковые стороны мы также продолжаем вязать полосатики, вот эти черные с красным.
После узора я провяжу 1, 2, 3, 4. 4 белых изнаночных вот дорожки у меня будет, 4 полных ряда. К вам вернусь и будем вязать дальше. Так что уже центральную белую часть, я думаю, как мы вязали в начале, точно так же мы сейчас закончим. Вот. Провяжем вот эту вот часть. Если хотите немножко мыс, чтобы был повыше, подлиннее, можно на один ряд больше провязать. Тоже по вашему желанию. Я, например, на 40-й вязала, вот забыла сказать, у меня было 29 рядов в высоту на 40-й размер. Значит, довязываем сейчас вот эту вот высоту. 3 ряда. Ой, подождите, 1, 2, 3, 4. 4 ряда, да? Я говорю 3. 4 ряда полных. Туда и обратно провяжем белым цветом. Закончили вязать мысок. Высоту у меня 27 полных рядов. 27 вот этих вот изнаночных дорожек. В сантиметрах в ширину 11. Вот чуть-чуть больше. Высота мыска 10,5. Так, далее что делаем? Переходим, сейчас будем вязать боковые стороны. Хвостики позащищаем. Протягиваю, вот под ниточками прячу. Вверх-вниз, вправо-влево. И можно подвязать еще, узелок сделать. Нитку я разъединяю, чтобы не был сильно толстый узелок. И вот еще раз протянула, завязала и спрятала концы в воду. Все зачистили. Так, теперь далее разъединяю вязание. Смотрите, сейчас что мы будем делать? Вяжем боковые части, провязываем первые 6 петель, чередуем цвета. Далее белым цветом довязываем, всего будет 13 петель. По боковым сторонам по 13 петель, посередине 7 петель я оставила на разъем. Эти 7 петель я возьму на запасную спицу, на булавочку. Потом, когда я буду вверху делать обвязку, я их провяжу, я их не закрываю. Значит, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Должен быть 10 ряд. С 10 ряда провяжу 10 зубчиков, сделаю одну прибавку, потом через 3 ряда сделаю еще одну прибавку, будет 15 петель у меня. Значит, вяжем дальше, продолжаем вязать боковую сторону. Провязываем 13 петель. Красный цвет начинается сейчас. Первые 6 провязываем красным цветом. Что здесь нитка? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И остальные белым. Всего 13 провязываем. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 провязали. Теперь можно эти оставить на спице, можно сразу 7 петель переснять, вот на булавочку повесить. Я их потом пересниму, пусть они пока у меня на спице побудут. Далее все вяжем, длину до пятки сейчас вяжем. Все вяжем опять лицевыми белым цветом, и боковая часть чередуем цвета. Через 10 рядов, как я сказала, я добавлю по одной петле. Провязываем все лицевыми петлями. Если вы набирали 35 петель на 40 размер, например, то у вас тогда здесь будет 14 петель. На 2 петли больше по мысу набирали, значит боковая часть будет 14. Всего лишь одну добавку можно сделать, оставить 15. Так, довязали до конца. Опять нить поменяли мы. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем вязать. Первые 6 петель я провязываю
черным цветом, оставшиеся петли провязываю белым. Всего высоту я провяжу 21 зубчик, вот 21 вот такую изнаночную дорожку. Последний ряд я провяжу красным цветом, ну там я к вам еще вернусь. Значит, сейчас свяжем длину до пятки. На 36-37 размер закончим 20 ряд. На 40 размер я провязала. Значит, вот здесь я красным цветом провязала 21. Вот у меня зубчик, изнаночная дорожка. На 40 размер 23 у меня был. То есть на 2 полных ряда больше провязала. Вот так вот. Потом мы, когда будем обвязывать пятку будем вязать, подошву будем провязывать. То есть здесь у нас еще получается добавится один ряд. Это тоже надо будет учитывать. Ну, один ряд большой роли не играет, конечно. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем боковую сторону. Ряды обозначила, схему показала. Так, кромочную я здесь провязываю изнаночной. Можно лицевой провязывать, а изнаночной. Все. Развернулись, продолжаем вязание здесь без изменений. Вяжем длину до пятой. Я к вам вернусь. Провязала я вот 10 зубчиков, 10 изнаночных дорожек. Сделаю вот здесь в начале одну прибавку. Можно обычным способом сделать, просто набросить, прибавить. Или же вот из одной петли провязать 2. Получается, что мы одну прибавили, кромочную провязали, все. Увеличила на одну петлю. Далее я провяжу изнаночный, лицевой, изнаночный и сделаю еще одну прибавку. И далее до пятки буду продолжать вязать на 15 петлях. Последний ряд, еще раз повторю, последний ряд, 21 у меня будет, 21 по боковой стороне, да, красным цветом. Значит, довязываем длину до пятой, закроем петли, я к вам вернусь. Провязала длину до пятки, закрываю петли. Значит, у меня боковая часть в сантиметрах, это ориентировочно 8,5. Так, последний ряд у меня был красным цветом. Закрываю петли, первую сняла, одну петлю провязываю и набрасываю предыдущую петлю на провязанную. Одну провязали и протянули вот так вот через предыдущую. Вот так вот я закрываю петли. Так, закрыли. Переходим ко второй половине. Аналогично, точно так же, как провязали вот эту. Теперь вяжем вторую половинку. Сначала белым, потом полоски чередуем. Значит, здесь у меня оставалась белая нить. Я вот ее подниму. Первую петлю провяжу. И продолжаю вязать. Все точно так же. Провязали сначала белым цветом. Потом боковую часть чередуем белый и черный. Провязываем. После 10-го ряда опять сделаю прибавку. Так, подняла красный. Все, довязываю ряд до конца. Кромочная у меня изнаночная. По изнаночной стороне развернулись, провязываем также все лицевыми. Средние петли я перенесла на булавочку. Вот она соскочила, петля. Значит, если вы планируете обвязать, допустим, крючком вверх потом, тогда вот эти вот средние петли можно закрыть. Значит, сейчас довяжем вторую половинку, закроем петли, нити не обрезаем, потом сделаем обвязку, там я к вам вернусь. Что я еще хотела сказать? Значит, второй следок вяжем точно так же, как и первый. Единственное, что если вы хотите связать в зеркальном отражении, хотя вещи небольшие, можно и так связать, разницы большой нету, то тогда схему, вот была наша схема, перерисовали, перевернули, и она у нас получается в зеркальном отражении вот так вот, да? Все. Наоборот, в зеркальном отражении мы вяжем наоборот. Вот где у нас было конец ряда, это у нас будет начало ряда. Или же вот опять же
перевернули и в зеркальном отражении. Ну, можно делать, можно не делать. Они сильно друг от друга не отличаются, эти вишни. Так, довязываем вторую половинку. Закончили вязать вторую половину. Закрыли петли. Нитки не обрезаю, что-то тут нитка перекрутилась. Теперь далее на круговые спицы, на спицы номер 3. Только обвязку я делаю на спицах номер 3. Подошву также буду продолжать вязать спицами номер 2,5. По всему слитку сейчас я наберу петли и буду вязать все лицевыми. Смотрите, один ряд красным набрала, провязала. Далее 1, 2 и 3 черным. Всего получается 4 вот таких изнаночных дорожки у меня вышло. Если размер 37, оставьте 3 изнаночных дорожки. То есть 6 лицевых рядов получается. Сколько петель у меня будет? Значит, у меня здесь было 27 рядов, будет 27 петель. Здесь у меня в высоту было... Пошла в запись смотреть, а то я 2 пары вяжу. Здесь у меня высота, например, была по рядам 21 ряд. И плюс вот одна петля с последнего ряда при закрытии. Получается 22 петли. 22 и 29, 49 по боковой стороне. По центру 13 петель. И точно так же наберу 49 по этой стороне. Все, набрали петли. Если у вас размер был другой, и здесь длина была меньше или длиннее, то количество петель у вас будет другое. Набрали петли и по изнаночной стороне все провязываем лицевыми. По изнаночной, по лицевой стороне платочной вязкой. Все вяжу лицевыми. Все. Значит, сейчас можно, кому удобно, вот спицы сразу под 2 дужки ввести спицу, набирать, или же крючком. Просто в некоторых местах спицей не подлезешь. Набираем петли. Под 2 дужками вытащили нитку и на спицу перенесли. Так, наберу, провяжу 8 рядов. У меня будет в моем варианте. А потом перейдем к подошве. Все, первый ряд у меня красным, остальные все черным цветом. Набираем, провязываем лицевыми. Закончили делать обвязку. Обвязали весь мыс. Теперь далее переходим к подошве. Подошву я начну вязать на средних 13 петлях. Теперь до начала подошвы боковые петли я провязала. Далее провязываю средние 13 петель. Перехожу на изнаночную сторону, продолжаю вязать лицевыми петлями и добавляю петли с боковой спицы, расширяю подошву. Провязала средние 13, развернулась наизнанку, нить перевела. Теперь первую снимаю, оставшиеся петли провязываю все лицевыми и одну петлю провязываю с боковой спицы, делаю первую добавку. Так, вяжем все до конца лицевыми. Довязала одну, прибавила. Было 13, стало 14. Сделаю прибавку сейчас одну по лицевой стороне, еще один раз по изнаночной, и всего у меня будет 17 петель. Развернулись на лицевую сторону. Опять первую снимаю. Все оставшиеся петли провязываю лицевыми. И одну прибавляю с боковой спицы. У меня будет 17 петель. Если размер 40, можно добавить еще пару петель. Так, довязываем ряд до конца. Довязали, одну добавили. Теперь у нас 15, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Теперь провязываем, добавляем здесь с левой стороны. И точно так же сделаем по лицевой стороне. Далее перейдем, будем соединять подошву по методу пятки. По 2 петли вместе будем провязывать. Значит, довязываем, расширяем. Закончила я расширять подошву. Теперь далее продолжаю вязать и боковые петли. Вот у меня первое соединение по изнаночной стороне.
Ой, подождите, последняя петля. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Вот она у меня на спице. Последнюю петлю по подошве и первую петлю с боковой спицы. 2 вместе провязала лицевой. Подтянули здесь. Развернулись. Первую снимаем. Опять все провязываю лицевыми. И последнюю петлю соединяю. Сняли первую. Вяжем все лицевыми. Еще раз извиняюсь за черный цвет, но так получилось. Довязываем ряд до конца. Дошли, довязали до последней петли. Последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. Соединила. Подтянули. Развернулись. Опять все то же самое. Первую снимаем. Провязываем все лицевыми. И последнюю соединяю с петлей с боковой спицы. Лицевой петлей 2 вместе провязываем. Так будем вязать. Соединим все петли подошвы до самого конца. Там я к вам вернусь. Перейдем потом. Поднимем петли. Будем вязать пятку. Так, довязали. Еще раз. Одна осталась. 2 вместе соединили. Все, нить назад завела. Развернулась. Первую снимаем, провязываем все лицевыми, соединяем боковые петли. Довяжем до конца. Закончили вязать подошву, соединили все петли, все. Пришла я вот в начало ряда. Здесь у меня осталась одна петля, здесь последнюю соединила. Вот так вот получилось. Теперь сейчас будем вязать пятку. Для этого можно сразу вытаскивать петли, подхватывать и подвязывать. Я сейчас наберу петли по одной стороне и по второй стороне. Провяжу, получается, один ряд, и потом уже буду вывязывать пятку. Значит, у меня на спице 17 петель. Для пятки это много. Пятку я буду вязать на 13 петлях. Поэтому я сейчас убавлю пару петель. Значит, можно вот здесь было сразу убавить по подошве в конце. Через ряд по одной петле убавить. Но я сейчас сделаю, когда буду вот набирать петли и по пятке убавлю. Оставлю 13. Так, теперь с боковой стороны я набираю петли. У меня будет 18 петель. Сразу сюда маркер брошу. Нитка темная. Не видно. Ввожу крючок под дужку. Захватываю нить и набираю. Так вот. Наберем петли. И обратно вернусь, провяжу все изнаночными. Набранные петли провязываем изнаночными. Так, довязываю до маркера, до пятой. Петли по пятке провязываю платочной вязкой лицевыми. И также наберу на второй стороне. Но сейчас я здесь сделаю убавку. Первую убавку сделаю. Одну провязала, вторую провязала. Далее 2 петли провязываю вместе. Убавила одну. И также убавлю в конце ряда. Было 17, останется 15. Потом через ряд сделаю еще одну убавку. И останется на пятке у меня 13 петель. Так, довязываю петли подошвы, которая переходит у нас в пятку до конца. Так, раз, два, еще одну. Так, это кромочная. После кромочной одна. Так, 2 петли убавила. Осталось 4 петли на спице. 2 убавила. Одну провязала. И последнюю закрываю я. Она у меня была не закрытая. Все. Так, теперь далее набираю на второй стороне.
Точно так же вот на спицу вводим крючок, захватили нить, набрали. Было 18, и здесь у меня также вышло 18. Набираем на этой стороне, и по изнаночной я вернусь, провяжу все лицевыми, а потом буду закрывать петли пятки по методу, вот как мы подошву вязали, точно так же буду закрывать. Так, наберем петли до конца, набрали по второй стороне петли, разворачиваемся, теперь провязываю все лицевыми. Первую снимаю, набранные петли провязываем лицевыми. Провязала. Так, первый маркер. У меня сейчас 15 петель. Это петли пятки. Я их также провязываю лицевыми. И в конце буду делать соединение. 1, 2, 3. Провязываю до конца. Так, довязала. Вот у меня последняя 15 петля. Теперь соединяю с петлей с боковой спицы, но я сейчас вот один раз не 2 петли провяжу вместе, а 3, чтобы не была сильно высокая пятка вот здесь вот. Один раз в самом начале, первый вот я сразу соединила 2 петли с боковой и 1 с подошвы с пятки лицевой петлей соединили, развернулась. Теперь продолжаю вязать. 1, 2. Так, сделаю опять одну убавку. И останется у меня 13 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 петли провязываю вместе, 11. И осталось 2 петли, 12 и последняя 13. 2 петли с боковой спицы и последняя с пятки провяжу вместе лицевой петлей. Все это я сделала только в одном ряду в самом начале. Далее я буду по 2 петли вместе соединять. Подтянули. Можно этого, конечно, не делать, соединять просто как обычным способом по 2 петли. Ну, я, чтобы не был сильно высокий задник. Поэтому вот так вот. Далее продолжаем вязать. Первую сняли. Далее провязываем все лицевыми петлями. 13 петель. Продолжаю вязать, соединять все боковые петли. Все. 13 петель у нас на спице. Вяжем, как мы соединяли подошву, так продолжаем теперь соединять петли пятки боковые. Провязали до конца последнюю петлю и петлю с боковой спицы, 2 вместе провязываем лицевой петлей. Так, довязала вот последняя петля, которая соскочила. Маркер можно убрать. Петля с боковой спицы, 2 вместе соединяю лицевой петлей. Соединила, подтянула. Нить за работой. Опять все то же самое. Первую снимаю, провязываем все петли до конца. Так, довязала до последней петли. Последняя петля. Соединяем с петлей с боковой спицы. 2 вместе. Провязываем лицевой. Соединили лицевой петлей. Подтянули. Перевели нить за работу. Первую снимаем, продолжаю вязать лицевыми и соединяем петли. Значит, соединим все петли, закроем потом и сделаем обвязку. Что еще? Я вот здесь в конце, последние 2 ряда, убавила еще по одной. Опять же, чтобы не был широкий верх, оставила 11 петель вот в самом конце. Как я убавляла в начале, показала петли, также у меня в самом конце останется по пятке 11 петель. Значит, сейчас довязываем пятку, закрываем петли. Я к вам вернусь.
Закончили вязать пятку, закрыли петли, все, пришли в конец. Вот такая вот пята получилась. Подушва. Теперь далее на спице номер 2,5 красным цветом я наберу петли на 4 спицы по всему верху. Наберу петли, сделаю вот такую вот обвязку. Значит, внутреннюю часть я вяжу белым цветом с 6 ряда. Белым цветом, и спиц у меня 2,5, номер 2. На пол номера меньше. Вот я так делаю. Тогда она так вот хорошо сидит. Так, сейчас набираем петли, и всего у меня будет 62 петли. Вот эти вот, которые у нас были на разъеме 7 петель, перенесу на спицу, я их провяжу. Красным наберу, первый провяжем изнаночными петлями. Далее все будем вязать лицевыми по кругу. Вытащила петлю, набросила крючок под 2 дужки, ввела, петлю вытащила, набросили. Так, набираем. Набрали петли по боковой стороне. Теперь средние петли перенесла на спицу. И здесь я их провязываю. Провязываю лицевыми. Подтянули здесь, чтобы не было дырок. Провязала. И далее продолжаю делать набор. Так, провязала средние. Теперь вот здесь вот набираю петлю, чтобы дырки не было. И все, далее продолжаю опять набирать по 2 дужки. Значит, наберем сейчас так до конца петли. Провяжем один ряд изнаночными. И последующие все ряды будем вязать лицевыми. Всего 13-14 рядов. Ну, можно и выше, конечно, провязать. Это по вашему желанию. Так, набираем, вяжем. Провязала я высоту лицевыми петлями в сантиметрах 4 сантиметра, почти чуть-чуть меньше. Последние 2 ряда я провязала красным цветом. Теперь выворачиваем это все на изнаночную сторону, разравниваем и прикрепляем петли со спиц. Вот поперечные петли у нас проходят первый наборный ряд красным цветом, который мы делали. И будем соединять одну петлю со спицы, одну петлю подхватываем. Вот одну подхватили, и 2 вместе я провязала. Опять одну петлю сняла, одну подхватила и соединили. Все так провяжем до конца, соединим все петли. Закрепим кончики, хвостики ниток, попрячем. И на этом сегодня будет все. Раз протянула, второй раз протянула, еще раз. Снимаем со спицы, подхватываем петлю и подвязываем. Все. Я на этом буду с вами сегодня прощаться. Всем спасибо за просмотры, за оставленные отзывы, комментарии, а также подписки. Всем пока-пока, до новых встреч.